Так, ладно, тегнул, отправил. Думаю, что можно... Не, еще минута. Сейчас настроимся. Вот ты можешь делать хайт этой плашки, Ага, да. Она периодически все равно выскакивает, ну ладно. Да, когда возвращаешься в окно. лишняя. Метом. Да, действительно, да. Появляется пару мин. Ну ладно, я думаю, что надо начинать уже. И на чем мы остановились? Мы подошли к самой интересной задаче, это программирование, где уже хардкорно, да, и сложно пошло. Прошлая наша попытка провалилась. Всем привет. Игорь, привет. Вот, на прошлой встрече мы добились того, что почти заработало, но перейти от почти до заработало у нас не вышло, потому что нам нужно решить комплексную задачу. Это заведение специалистов в таймшиты, перелинковка их в отчеты, и чтобы при этом все было правильно еще и в коде. Вот, мы не стали коммитить прошлые изменения, поэтому нам сейчас нужно, видимо, снова будет через это пройти. Роберт любезно согласился повести эту встречу. Попытаемся немножко в таком режиме поработать, что Роберт поуправляет, а у меня, может быть, будет больше времени на советы, на комментарии, что из этого выйдет. Посмотрим. Я бы что предложил? Да, Роберт. У меня есть только вот вопрос по MCP. Нам MCP здесь не нужен, да, для DevTools сейчас, чтобы... Нет? Ну, он может пригодиться для отладки, но в тот момент, когда у нас будет фронт. Ну, тот Да, MCP, имеется в виду, что сегодня мы до этого не дойдем, я сейчас не буду париться с его установкой, я не ставил. Ну, я думаю, что потребность. Ну, то есть, если мы увидим, что нам для чего-то нужен MCP, мы можем это сделать. По идее, это не сложно, недолго заводится. Вот. Пока что я не вижу для чего. Потому что в Google документы курсор умеет ходить и так по ссылкам. Да. Вот для этого ему не нужен MCP, он сам ходит. Ну, он просто читает это как веб-страницу, парсит. Ну что, давайте, может быть, попробуем посмотреть, во-первых, в тот код, который у нас нагенерировался в прошлый раз. Я насколько помню... Я бы сейчас попробовал запустить приложение, показать, что оно работает. У меня. Давай, да. Так, значит, тут мы запускаем. И в 5 у тебя так и не заработал, да? К сожалению. Не пробовал. Ну, ладно. Ладно. Так, все, значит, он побежал. Localhost 8000. Так. И сейчас найду, где он. Вот. То есть, вот localhost 8000. Сейчас наберусь. Пам. Да, вот наши endpoints 2. Create и sync. Соответственно, здесь можем назвать проект. Напомню, что это мы создаем новый проект. Да, это создается новый проект, то есть у меня сейчас в драйве вообще ничего нет. Ты вообще все знаешь? Ну, это такая учетка. Там только старые воспоминания о Владимире есть. Были. В общем, вот пустой драйв, он, значит, сходит, возьмет темплейты из... возьмет шаблоны, в общем, из наших шаблонов, которые вообще на другом драйве лежат, и создаст проект под названием MegaCRMs, который мы потом будем заполнять, уже вносить данные. Понеслась. Так. Слишком быстро. Подумал и... Опа. Fail to create. 403. Insufficient parent permissions. Интересно. Так, вчера такого не было. Ты parent вернул, да? Конфигурацию. Ну, родительский каталог вернул. Посмотри. Нет, не вернул. Ого. Интересно, вчера все бегало. Давай, может, попробуем Project Folder ID вернуть, заодно проверим, как он заработает. Ты можешь у себя на драйве... Folder ID,
Потом как раз-таки где-то здесь, да, сейчас скажет, Да, что... смотри, ты можешь на драйве сейчас создать себе папочку, Ага. и ее ID попробуем передать в конфигурацию. Заодно и проверим, работает или нет. Аутентифицирован Здесь под нужно тобой, под тем же еще. пользователем, у которого есть права к этой папке, да? И вот это вот надо в задокументированную, получается, строку конфигурации воткнуть. А, вот верхняя, которая, да. Ага. Сохраняемся. Давай заодно проверим. И запускаемся. А, пишет. Там как будто с косяком Python пас, нет? Или так и должно быть? А, ну завел. Ладно. Ctrl-C как туда влез. Все, давай еще раз ткнем endpoint. Влад, привет. Всем привет. Мы начали с того, что у нас не завелось то, что вчера еще работало. Обычное дело. Давайте я пока с компа подключусь, TLDP запущу, чтобы потом запись достать. Опять. Да. Что это за документ? Надо спрашивать его тогда, что? А мы можем попробовать перейти вот по этой ссылке? Вот Это не ссылка на док. Может быть, без копии? Нет, надо именно просто он за опишку дергает, чтобы скопировать, и говорит, что нельзя. А вот если убрать get параметры, он не покажет документ? Вот чтобы понять хотя бы, что это. Не покажет, да? Давай, может, в логе тогда посмотрим, попробуем, на каком этапе он ругается, да? Видим строку, нет? Я пока не вижу. Так, ну он авторизовался, кредо сохранил. А вот я внизу вижу 403 forbidden. На посте вот как раз вот на этом. Sufficient parent permission. Это он ломается на template project information. Давай проверим ID. Вчера же это работало, да? Надо сначала... Заканчивается на Kilk. LC. А это тот у нас calculations? Вообще не тот. Почему-то. Потому что это должен быть Project Info Template. А его вообще нет здесь. А он есть? Подожди, а что у меня за env? А у тебя ветка вообще, да? Да, Project Info Template, вот смотри. То есть это есть, но тут другое стоит. Но тут другое. Очень странно. Окей, где-то я, видимо, вчера что-то лапой нажал. Возможно, так, да. Давай тогда проверим. Да, все поправим сейчас тогда. Угу. Так, calculations, это будет general expenses? Ну, давай expenses скопируем и там посмотрим. Это для заказчика документ. Так. А он здесь как называется? Сейчас смотри, у нас есть... Я думаю, это репорт. Да. Для заказчика. Ну, он такой и был. Ага. Правильно. Calculations мы... Вот сейчас надо... Calculations должен поменяться, да. Calculations это внутренний. Внутренний, который... Скажу. Это distribution, да. В общем, с именами у нас тут есть, да, небольшие эти.
Несостыковки. Надо мапить. А у него такое же, кстати, окончание, стой. А как такое То есть может вот быть? я сейчас на дистрибьюшене, и вот Так. ILC в конце. ILC и Project Info. А как так? Такого Так не не может. бывает. Так, Payment Distribution, General Expenses, Payment Distribution. Так, стоп. Инфотемплейт у нас. Project Info. Так. Да? И здесь не Квилк, тут другой. Да. Возможно, он тогда и был правильный. И это сейчас не поможет. Ну ладно. Так. Ага. Ну вот и на нем валилось как раз. Мгм. Ну давай проверим заодно тоже, да. А у него... А я не могу ничего. Тут вообще перемешаны. Ну, какие хочешь. Там нет пермишенов? Нет, там просто что шерить можно А, любому. все, так и должно быть, да, мы так и хотели. Мгм. Давай ткнем еще раз. Ну, это не обязательно, там уже все равно Ну да. вопрос идет. Интересно. Что бы это могло быть? Быстро. Да, опять. Так. Мгм. Но он, видишь, про parent все равно ругается, да? Специфик parent. А если мы уберем parent? Давай попробуем. Надо перезапускать, да. Нравится. Вообще жесть, да? Больше думает, чем... Блин, нет. Эх, так опять, то же самое возвращает. В общем, он как-то не играет этой роли. Ну, это вообще тупик, да, какой-то. Потому что вот это вчера просто работало, да? Мгм. Один раз. Ну, Может, креденшалы удалить, попробовать снова авторизоваться? давай. Google токен убрать? Так, Только не- кредо, то есть составить, где токен у нас сохраняется Он должен у тебя в домашней директории храниться. в home, да, по-моему. Мгм. И он как будет... Google что-то там. Может, с точкой. Ага, Google Sheet токен. Ага. Давай снова. Так, теперь я когда запущу, он пойдет авторизовываться, да? Ну, должен, да, захотеть. Вот. Угу. Теперь по ссылке, помнишь? По первой, да? Угу. Изберите налог. Изберите налог, да. А ты галочки проставил, да? Нет, блин, извини. Нет. Я просто совсем согласился. Так. Еще раз. Давай еще раз. Давай, может, в консоль загляну, вдруг что-то про вас забрали. Такое чувство, что он ругается на то, что он не может именно создать документ, а не то, что у него доступа нет к шаблону, да, в этом паренте. А изменилось только то, что ты почистил, получается, директорию, да, ну, драйв свой. Больше ничего не Так, а где изменилось. тут галочки ставить, что я не вижу? Сейчас вернулся.
он говорит, что уже already, да? Да. Ну, окей, значит, все. Так. Это мы авторизовались. И можно попробовать сейчас тогда создать еще раз. Мгм. Он вообще страницу не обновляет, да? То же самое. Да. Да пусть стрим называется. пока. Да, то же самое. Давай спрашивать нашего этого Да, приятеля. многоуважаемый EA. Так. Ну у него же тут есть, да? Можно ему просто сказать, посмотри в консоль, да? Да, я бы сформулировал, посмотри в консоль, не вноси изменений и скажи, в чем может быть причина. Можно еще ссылку на терминал давать. Ну, это... Давай посмотрим. Через собачку, да? Да. Не, Так, вот его пора стопать. А внизу у него есть кнопка. Ну, пробел, собака и да. терминал. Терминалс. Видимо, UV, да. Да. С тобой он по-английски. Ну, вдруг, да. Только что по-русски говорит. Так, looking to console. Ну ладно, так, что, так, это он все правильно понял. Когда пытаемся создать проект. А смотри, он создает фолдер, получается, да? Да, А в этом фолдере уже не может... удаляет. Вот Google Drive Special Sufficient Authentication does not have sufficient permission to copy template spreadsheet into new location. Template spreadsheet is not shared. Подожди, ну ты же со мной шерил его вчера. Ну, ты его можешь открыть под своей четкой, правильно? Да. Template has proper sharing settings to allow copying. Давай я проверю сейчас это. Звучит, да, странно. Согласен. Ну, не да, вот что-то мы прям... Бесит тут такое, да? Вчера все работало, сегодня. Ага. Фептем, по-моему, да. Да, то есть тут с моей учетки ничего не надо делать. Я же разрешаю. И... Share. Да, тут все разрешено. Все. Ну, можно что сделать? Можно попробовать скопировать темплейт, ну, просто чтобы проверить, да, пройдет ли этот этап, и его ID указать. То есть создать себе как бы эти шаблоны. Ну, взять один сейчас, на котором обламывается, да, это Project Information, его, получается, скопировать и ID скопированного темплейта уже записать в env, запустить, посмотреть. Если этот этап пройдет, значит, действительно ошибка в чем-то с доступом к темплейтам. А если также сломается, ну, значит, проблема в чем-то другом. Ты же сейчас под своей учеткой, под которой аутентифицируешься, да? Одна и та же учетка. Да. Окей, давай попробуем. Так, ну вот я... Project Information надо открыть, темплейт. Он, да. Only. Файл. Ага. Make a copy. Ну, здесь, ну, ладно. Не, ну давай. Или... Лучше свой драйв, да. Да.
Ну, пусть как удобно, да. Теперь здесь, получается, мы должны взять ID. Поменял ID в Project Info Template ID. Перезапускаем. И пытаемся. Что-то другое должно было случиться, да? Нормально. Мы аутентифицировались, получается, да? Это значит не проблема с тем, что это не тестовый пользователь или еще что-нибудь такое. Я сейчас залез в Google Cloud консоль, смотрю, что здесь еще. И то же самое. Но на каком? Так. Теперь он на General Expenses Report ругается. Короче, надо все ко мне перенести и продолжить уже разрабатывать. Ну, вот это, конечно, да, плохо. Это плохо. Но делаем. Почему вчера работал это? Вот этого я не понимаю. Ну, либо мы можем попробовать, чтобы я дал тебе больше прав. Сейчас, давай на General Expenses я попробую тебе права дать. Ты мне вчера учетку скидывал. Еще раз скинуть, чтобы не искал. Да, сейчас найду. Давай я сейчас тебе эдитора дам и проверим, влияет это на что-нибудь или нет. Какое сейчас странное поведение. Да, нашел. Так, дал доступ эдитора на General Expenses. Перезапустил, да? Угу. Нет, то же самое. Да, template found. URL requested, но... Да. Ладно, давай просто еще. Итак, значит, у нас уже это скопировано. Это нет. Но я, честно, не понимаю вообще, что происходит, конечно. Так, Project Information. Стоп. Project Information у меня же уже и так было скопировано. Зачем второй раз это сделал? Ладно. Так, я сейчас не смотрел, я пошел в консоль смотреть, что тут, может, изменилось. Так, Project Information, значит, есть. Теперь Payment Distribution надо скопировать. Ну, тут все по-старому.
Drive, file spreadsheet. Так, distribution это у нас, напомни мне, как она у нас мапится к Canva, как report или как calculations? Сейчас, секунду. Distribution – это наше внутреннее, это calculations. Так, значит, 2 поменяли, надо теперь report. Так. Закрываем. И осталось тайм-трекинг, да? Да, тайм-трекинг тоже нужен, да, для следующего endpoint. Я, в общем, проверил, там все по-старому. Ничего не изменилось в консоли. Да, и твоя учетка здесь. Хорошо. Так, я сейчас на автомате сделал, а я указал, что мне надо на моем драйве, чтобы это было. Да, все. Ну, вообще, с этим надо будет как-то справиться, да, потому что так не прикольно. Скорее всего, какая-то глупая ошибка где-то, да? Надеюсь. Да, ну, непонятно, вчера же вообще без Вообще без каких-то проблем запустилось, заработало. Всё. А сегодня ничего, я даже курсор не закрывал, грубо говоря, ничего не делал. Ну, ты Google Drive почистил, да, получается? Да, ну, может быть, в этом какая-то... Ну, я не знаю, да, что еще могу привести. Так, перезапускаемся. Замечательно. Так, ладно, давай смотреть в консоли на каком этапе. На Project Info, да? Угу. Так, created project, потом project info, зареквестил. Фолдер сделал, так получается. Да, create spreadsheet сделал. Это Project Info. Created это означает, что уже готово, да? Угу. И потом delete почему-то пошел сразу. Ну, delete он, да, но он после ошибки, да, клинапа. Это Почему? откат, да. А где тогда первая ошибка-то возникает? Я не вижу.
Я не вижу вообще ошибки. Почему он? Дебаг, просто инфо, никакого эррора нет, ну, и никакого кода не вижу. Слушай, давай в историю изменений глянем в гите. Может быть, здесь что-то поменялось, а мы не заметили. Ну, в Credentials, JSON, что там? А, ты его просто добавил, правильно? Да. Окей, согласен. Есть. Все, и больше ничего не поменялось, да? Мгм. Блин. А остальное это все .temp, да, который не трекается. Так. Быстро еще раз. Сейчас закрываю, что ли. General Expenses. Айдишник заканчивается на JJO. Ну и нет такого, да? Вот уже как будто бы символ не весь копировался. Ошибка в чем-то другом должна быть, да? Ошибка должна быть в чем-то другом. Да вот, наверное, в этом и была, что такого нет. Так, calculations. Calculations это у нас distribution. На ELSG. ELSG. Правильно. Project. VJTA. VJTA. Project Info. Так. И таймшит на Fly 4. Что? Не то. М, Но до него не доходит все равно. Ну, дошел бы. Собаки лают, слышно, да? Да, ничего. 200? Просто А, нет, запись. это пример. Он думает, а это хорошо. Ну что-то уже как-то долго. О! Полчаса прошли недаром. Я не понял вообще ничего, что произошло. Правда. Ничего не понял. Хорошо, ладно. Вот мы создались. Это вообще жесть. Соответственно, у нас появилось... А что изменили-то, получается? Ты скопировал, да? Я перетащил шаблоны в свою папку и поменял айдишники. Это вот все изменения, которые было сделано. А что изменилось с Гуглом, я не знаю, почему вчера он нормально тащил из темплейтов, а сегодня уже не хочет. Не, ну это да, это прям очень странное поведение. После праздника. Ну ладно, ну давай щупать второй endpoint тогда, да? Да, просто вот хочу показать, что все скопировалось. Да? То есть у нас создалась папка по названию проекта, и перетащились эти три шаблона. Так, дальше нам нужно использовать второй endpoint, И туда передать который, ID. которому надо будет передать ID. А ID нам надо вот этого, Project Info, да? Да. Давайте. Давайте Это ID. берем вот этот ID-шник. И просим его создать. Но у нас же там нет специалиста никакого пока. Ну, все равно endpoint должен отработать. Он должен Хорошо. реинтрабельным быть. Идемпотентным. Вернее. 200.
Никого он не нашел, ничего не создал. Все правильно. В принципе, правильное поведение. Вот дальше я предложил бы сейчас все-таки посмотреть код. Помнишь, у нас там то, что Да? в последнем моменте много вариантов было. Он поля перебирал, названия полей, чтобы он все-таки на них точно полагался. Это у нас должно лежать в сервисах, да, по-моему. Можно отследить от роута. Ну да. Окей, где у нас файл с роутом? Тут лежит в коре? Нет. Не помню. Не похоже, а выше? Не в моделях точно. А, в API же, блин, да. V1. Пам. Мы пошли. V1. Там папочка. Это у нас будет Sync Project Details. И дальше он идет в сеттинги. Он Sync Project Specialist. Вот это вот. Он так не умеет, да, через Ctrl-P. Через Ctrl умеет. У меня, да. А, вот, просто загружался. И здесь у нас... Давай посмотрим, да. Я ее не вижу перебора. Нет, вроде бы... По-моему, это было не исправлено. перебирают, да? Мы исправили, закоммитили, да? Ага. Ладно. Потому что вот get project metadata, и в метадате, может быть, он перебирает. Давай посмотрим. У нас даже создавал таймшиты, да, специалисту. Да, он создавал, если указать имя специалиста, то он его создаст. Но он не внесет его уже в в отчет не включает. Да, окей, ну что, попробуем? Тогда просто создаем специалиста. Да, добавляем специалиста, прогоняем, а потом будем ссылаться на этот результат. И, может быть, новую консоль открыть, потому что мы сейчас живо будем инструктировать. Хорошо, так, то есть новый чат. Надо ставить... Тут у нас папка... Example Team. Да? И без все, кроме таймшита. Так, это мы добавили специалиста. Для него должен появиться таймшит. Линковаться. Failed to sync. Началось. Google Config Sheet ID not set in environment. О, нифига себе. А как так получилось-то? Это же вообще не было в этом, в репозитории. Вчера-то, помнишь, это уже не было? Не было. И вчера создался специалист. И он и сейчас создался. Что-то таинственное происходит. Прям реально что-то таинственное. Ну, копируй этот конфиг. Это, видимо, долетели правки все-таки с конфигом с прошлой сессии. Надо взять из его ошибки. Ну да, можем так. И, получается, скопировать сейчас конфиг к себе также, его ID сюда. А где у нас... вот конфиг. Первый, Ну, прикольно, ладно. Я думаю, мы сейчас будем это делать. Ну, последний коммит был 2 недели назад. То есть... Ну, правильно. То есть он есть, да, когда... Просто мне казалось, что мы это не вносили. Ну, ладно. Расшарь только потом после встречи эту папочку, да? Чтобы можно было изменения тоже забрать. Ну, я предлагаю перезапустить. Да? Правда, там надо удалить. ID-шник-то надо. ID-шник, да. Было бы неплохо, да.
Получается, нужно почистить данные, да? Это удалить таймшиты и вкладки. Еще раз. Ну, смотри, сейчас отработал endpoint, и он частично действие проделал, то есть он создал таймшит, вот его бы удалить. Потом Все, он я понял, создал чтобы, вкладки. да, чтобы сейчас он не запнулся от него. Мгм. Так. Но в инфо у нас есть, остается он. В инфо И ничего вот не это должно тоже, да. быть. Да, вот это надо удалить. Ага. Согласен. Потом надо удалить в этих в отчетах. Да, не закрывай, они сейчас нам понадобятся, эти файлы. Ага. Можно их даже открыть все. Так, это Темплейты можно закрыть, наверное, да? Вот это можно так, закрыть, я думаю, да. Мгм. это пока Конфиг оставляем. пока пусть будет, да. А вот открыть еще 2 отчета сгенерированных. Мгм. И второй Ну тоже. да, он же ничего не добавится, да. Да, и отсюда убрать... он не добавил или добавил? Не добавил, да. Он как бы до этого, он только создает, и на этом вот закончилось. Вчера он табы добавлял, помнишь? Он вчера добавлял табы в эти документы. Он добавил. Джон таба есть, точно, вот. В expenses таба Джона есть. Абс- Ну и получается, что можно перезапускаться. Давай заново, да. Синковаться. Мгм. Так, надо сохранить это. Меня смущает то, что он ведет себя по-другому. Нестабильно, да. Ага. Как будто другой проект открыл, другое состояние. Все, экзекьют. P500, да? Не, он думает. Все, понял. Нормально. Хорошо думает. Получилось. Что-то получилось. Нашел одного специалиста, сделал ему таймшит, правильно его распарсил. Отлично, давай смотреть. Как будто бы, да, выглядит в лог. Нифига, он его добавил даже. Все. Вкладка Джона есть. Тут что у нас? Там allow access надо сделать, все правильно. Ага. И вот, да, надо, чтобы он его в первую строку вставлял. Это надо исправить. Угу. Ну, давай дальше посмотрим. Таймшит. Так, это то же самое. Нет, это же Parent Distribution есть, да? Тоже. И здесь такая же фигня должна быть, да? Ага. Угу. И вот это вот справа, он хрень какую-то зафигачил нам зачем-то, да? Лишнее. То есть он вставляет не имя специалиста тут, а просто первую строчку из его из Project Info, да? Не, он неправильно сделал только то, что... Вернись, пожалуйста, вот куда мы смотрели. То есть он в первую строку сам внес какие-то значения. А этого не нужно делать. Надо, чтобы в ячейку А1 он вставил формулу import range, и все, больше от него ничего не требуется. А он еще в колонку F и G что-то, видишь, запихал. Угу. Что мы его не просили вообще. Угу. И вот если это убрать, то остальное... Давай посмотрим в current период, как там выглядит. Ну, смотри, Ставил имя есть, роль есть. есть. Посмотри часы, как считается, какая формула в D2. Какая? D2? D2. Угу. Ну, вот, формула похожа на правильную. Эту формулу он вот отсюда, да, должен был взять? Да. Мы можем проверить, кстати. Это... Таймшит внести, какие-нибудь часы, и здесь должно обновиться. Хорошо, сейчас. Попробуем. Кстати, где таймшит? Вот, все нормально, есть. Клево. Ну, слушай, мы, видимо, закоммитили что-то полезное, хорошо. Не открывается?
Ну, просто вон это, в часы что-нибудь запихай. 1, потом 2. Ну, и в следующую строку что-нибудь. Было что суммировать. Угу. И вот это должно отразиться сейчас в таймшитах. Посмотри в его... во, отразилось. Где? Что? Давай сейчас. В его вкладку, в его шит, в Джон. Так, сюда погрузилось. Хорошо. Смотри, колонка D, начиная с D3. Возможно, как раз... что-то не то подгрузилось. Или это было... это было. Это он сейчас сюда запихал. подгрузилось вот эти два. Да. Давай теперь посмотрим туда, где формула. Не, в этом же документе. Да, в current период. Sheet current период внизу. В смысле, вкладка. Вот, и теперь посмотрим, почему не считается. Должно считаться по колонке D2 в зависимости от совпадения E2, John, вот это вот все. Давай попробуем удалить первую строку и посмотрим, как это отразится. Не здесь, а в Джоне. Не выходи из этого документа. Давай посмотрим, что получилось в current периоде. Она мешает. То есть все заработает после того, как он не будет это говно туда, извините за выражение, эти лишние данные туда пихать. Удобрение. Давай в Джоне вернем обратно и эту строку. Ну вот в Джон чтобы показать ему, что не так. Да. Вот, его надо проинструктировать, в общем, что он зря запихал первую строку в оба отчета, что он колонки F и G зря добавил. Сейчас, остальное нам нравится. Да, наверное, это другой чат лучше. Да. Итак. Я бы переключил сейчас модель явно из авто в этот Sonnet 3.7 и мод Thinking. Опа, а их нет. Автоселект выключи, все нормально. Отлично. Макс, да? Не. Не Макс, просто сами. И Thinking. Еще раз туда ткни. Thinking. Ага. Так будет лучше. Теперь я думаю, что надо обе ссылки дать, потому что в двух документах надо исправить, да? Так, то есть мы исправляем это, вот на эту ссылку я уже дал, Payment Distribution. Ну, или по одному, смотри, как тебе удобнее. Давай по одному. Пусть он в одном исправит, потом скажем сделать так же в том же, да? Или что? Ну, я бы сказал, что в методе таком-то это Sync Specialist. Ты при добавлении в отчет специалиста, вкладки специалиста, да? Что еще раз? При добавлении специалиста в отчет вкладки специалиста, про вкладку же речь, да? Ты добавляешь лишнюю строку. Ее надо убрать. Да, ладно. Лишнюю строку, и можно через двоеточие показать ее. Ну, я бы сказал, проверь это по ссылке, чтобы он сам это увидел. Или он так понимает, что это... Да, он нормально, он поймет. Что добавить еще? Что посмотри по этой ссылке. Исправь. Скопировал. Хорошо.
Так, и теперь... ну что, по одному, да, пойдем? Ну, давай, да. Let me search. Ага. Understand. Ага. Покажешь, куда он все это сделал? Я через систему контроля версий смотрю. Да, я сейчас просто читаю, что он тут. Ага. Да, давай посмотрим вот на Google Sheet Service сначала. Не дожидаясь, пока он закончит. Смотри, надо ткнуть самую первую иконку. Не-не-не. Если вот этот. Ага. Вот эту, ага. Чтобы он открыл файл как есть. И здесь у тебя внизу показывает, где изменения, видишь? На скролл-баре. Сам. Да. Что он Так. исправил? Сейчас Ctrl-V. Тут он добавил параметр. Ну, вот это зря. Ну да. Как бы нам всегда это надо было, Ну да, да. а не настраиваемо. Погоди, Так, что не он? знаю, Он что. решил его вырезать, что ли? Modify the formula. Regex. Он решил наоборот. Нам нужно, чтобы он свой хедер просто не добавлял. А он решил вырезать из импорт рейнджа хедер. Мне кажется. Ну, надо ему об этом сообщить. То есть, Я думаю, да. Я бы сказал, что ты пытаешься исключить хедер из импортированного листа, а нужно просто не добавлять свой. И в А1 должна идти формула импорт range. Тупенько, конечно, да. так, в А1 должна идти что? Должна идти формула? Должна идти формула импорт range. Думаю, должен понять. Я чуть медленнее Виспера, да? Слушай, Виспер на самом деле очень, очень здорово Механика та же, ты просто говоришь, что просто появляются буквы, да? Не, Виспер вообще очень здорово забустил скорость разработки. О, уже больше похоже. Угу. Давай посмотрим, что он сделал. А он, подожди, он вообще убрал. Project Service. Ага. Ну, тоже на эту же иконку. Ой, да. Вот. Пам-пам. И закроем чат, чтобы было видно. Так. А ты на эту же иконку нажал, да? Да. Нет. Могу еще раз. Так, стоп. Подожди, давай закроем. Вот, все правильно. Он удалил. Ага, да, все хорошо. Он удалил вот это вот все, что он сам добавил. Видишь, красненьким. Угу. Дальше что? Да, стал не в А2 вставлять, а в А1. Ну, все. Угу. Теперь... И все. И на этом это все изменяется. Ну, можно, да, либо проверить, либо чтобы он в этом в другом документе также сделал. Либо здесь общий код, и тогда вообще все хорошо. Можем, в общем, да. Ну, принимаем вообще изменения, да, все. Да, можно accept all там в этом окне нажать. Можно так. Так. Давай проверим и закоммитимся, если все хорошо. Угу. Так. Значит.
Блин, а перезапускать тут, по-моему, не надо же, это же скриптовые. Так, сейчас нет, не надо. Просто надо почистить вот это все. Да. Мы еще, правда, не сказали про FEG, ну давай отдельным, да, запросом. Так, отсюда его тоже получается. Или он сам удалит сейчас? Вот Нет, это я не не удалит. знаю, честно говоря. Это надо не строку удалять, а значение почистить. Да. Потому что нам тут формула нужна. Ну, это просто выделить А2 и delete нажать, по идее. И формулу тоже. Формулу тоже? Он же ее вставляет, все правильно. Да. Все. Герой. Тут удалили. Тут что, тоже надо... Да, Здесь вообще вкладку просто удалить. удалить. Подожди. Все верно. Это выдели просто всю строку и удали. Все строку. Так. И получается в этом... А тайм-трекинг нам вообще надо удалить. Да, и в инфошите надо удалить spreadsheet ID. Так, запускаем. И синкуемся. Удобный метод, который не надо перезаправлять каждый раз. Типа helper, что верни все, откати. Не, я сейчас про то, что у нас синк удобно сделан. Просто его нажимаешь, не надо каких-то дополнительных данных передавать, как-то готовить. Это хорошо. Так. Все, подумал? Тут все. Давай смотреть. Если как в прошлый раз, ничего не должно было. Так. Сделал. Allow. Отлично. Пока все правильно. Отлично. Блин. Рассинхрон. То есть он не один из... Мы же в Да, мы ему не инструктировали, да. Сделал. Ты просто надеялся, что у нас это shared code, и он... Да, я надеюсь. Ничего страшного. Так, во-первых, надо... Сейчас это выделим. Аналогичная инструкция, только добавить еще про колонки F и G. Зачем-то он нам напихал этого. Можно на всякий случай проверить, что в шаблоне этого нет. Давай посмотрим. Вот так. Для верного. Да, сейчас. Это distribution. Distribution. А тут вообще нет. Ну, в смысле, он же создает эту вкладку. Ну да, в принципе. Ну да. Значит, это его инициатива. Сотрудник проявил инициативу. Проверим, что... хотя ничего не должно было сломаться, можно не проверять, да? Ну да. Да? Нет, да. Это чисто его инициатива, да. Он зачем-то решил добавить нам эти строки. Ты про подсчет? Ну да, можно. 1, 2 добавились. Формулу можешь проверить заодно. Так, где... в current период. Да. Считается. Только другая формула почему-то не работает, сумму не считает. Это же другой вопрос. В E3. Не в E3, в F. Это rate, да, total cost, то есть в F4. Total cost не считается. Но это, я думаю, что надо формулу добавить тоже в конфиг, да? И пусть. Так, идем по чуть-чуть. Значит, да, сначала надо исправить. Так, мне нужно отойти. Давайте, может, перерыв, у нас как раз час. На 5 минут нормально? 5 минут.
Так, Роберт, напомню, что у тебя шарится экран. Да, ну там ничего такого. Небольшая медицинская история только, да, подружки. Ну ладно, если Да, что, так это. У скажи. нас полдочек, к нам тут знакомая из Питера приезжала, и такая, видит, что мы пьем воду пролом. Она такая, ничего себе. Типа, знаете, сколько в Питере она стоит? Она только в аптеках продается и стоит 300 динар за бутылку. Да ладно. Рублей, в смысле. Ого, 70. на халяву, считай. Так, ну что, инструктируем, да? Да, значит, нам нужно скопировать... Я, честно говоря, вот не уверен, нужно ли синхронизировать этот код, чтобы он был в одном эндпоинте или нет. Ну, это следующий вопрос, да. Давай пока. Я думаю, в том же чате можно сказать, теперь аналогичную операцию нужно проделать при добавлении специалиста в этот отчет. И убери данные, которые генерируются в колонках F и G. Так, которые что? Ну, генерируются в колонках F и G. И знаешь, может, давай закоммитимся, пока у нас рабочее состояние, перед тем, как запускать запрос. Мы здесь credential добавили, не уверен. Ну ладно, давай попробуем. Посмотри, пройдет коммит, sync changes пройдет? Или GitHub нас опять остановит? Давай потом. Или... Ну, смотри. Я не помню, кстати, пароль от своего GitHub слон где. Это учет. А почему он с этой учетки? Нет, подожди. Don't have permissions. Ну окей. Что? Ну, тогда. Потом дашь пермиссии, я просто засинкаю. Да, давай. Да, это мы упустили. Окей. Но коммит сделан, у меня локально. Да. Сейчас Да. можно продолжать. Значит, все, здесь больше не добавляем к этой инструкции ничего, просто отправляем. Да. Попробуй. Similar change, ага. In calculations. Не уверен, что это calculations. Давай посмотрим через систему контроля версии, что он там сделал. Так, убрал, хорошо, правильно. То же самое один, правильно, убрал. вот эту вот хрень убрал. Молодец. Так, accept file, да, типа? Здесь? Ну, да. Ну, и в панельке, в чате. И я почистил все, кроме вот этого, как раз-таки сейчас это удаляю. Еще раз запустим, да? Так, получается, формулу надо будет подправить, да? Значит, все, таймсчета у меня тут нет. Вкладки нет, строки пустые. Таймшит пустой, все, можно синковаться. Так, подправим формулы. Что мы хотели дальше? Мы хотели посмотреть, как, допустим, он себя поведет, если мы добавим еще одну строку с тем же специалистом, да, но... С другими рейтами, да, или как другой ролью, другим рейтом. А вот даже нам надо будет еще подумать, а как он должен себя повести. А да? Как он должен, да, у нас это написано в сценарии. Так, создал.
Специалиста. Мы таймшит будем дублировать, да, по идее? И тогда он будет понимать, что это тот же специалист. Да? Наверное. Так, сейчас, секунду. Все верно. Ну, да. В принципе, было понятно по его изменениям, что тут будет работать. И Ну что, внесем эти часы, да? Так, значит, надо внести еще одного. Не-не, давай часы внесем, проверим, что суммируется. Часы внесем? Окей. Нам как раз-таки вот этот нужен файл. Так. Я Не этот. не тот открыл. Мгм. Тот, подожди. Или тот? Не тот. Не тот. По-моему. Ну, можно и другие поля заполнить, для примера. Там... Ctrl, точка, запятой, по-моему, это текущая дата. Ага. Окей. Тут все что угодно же можно, Да. Типа... Так, и все. Периоды мы пока не трогаем, это следующий этап. Все должно отобразиться во вкладках. Отобразилось. Отлично. Посчиталось. Вот тут. Вот сюда вот надо формулу, да, притащить. Сейчас допроверяем все остальное. Притащим. Ой. И здесь две формулы, да? Три формулы. Почему 3? Всего 3 ты имеешь в виду, или здесь 3? Вот здесь 3, и там одна. Тут revenue еще считается. Окей. Для этого нам надо вот здесь, да, эти добавить? Да. Опыт с формулой. Смотри, у нас получается одна формула. Как бы их обозвать-то? Ну, вот стоимость для заказчика, да? Может Нет, быть. смотри, вот первый в General Expenses, да? И она же там же Payment Distribution. Одна и та же формула. Это стоимость для заказчика, да? Мы можем назвать это Gross и Net, например. Как? Gross? Net? Смотри, мы по-человечески здесь называем, да? Gross Total Cost, да? Domestic Total Cost. Внутренний как бы. И Net Total Cost, да, будет. Потом, когда вся система будет работать, можно будет превьюить название. Internal, external. И что еще? И получается revenue cost, да? Все, да? Устроено. Ну да, можно так. Давай смотреть теперь туда. Что у нас должно быть? Надо вот это умножить на это, получается, да? Вот это умножить на это, да. D2 на E2. И зафиксируем давай колонки D и E с долларом. Перед D ставишь доллар, перед E. Да, чтобы он потом в любую... Нет, перед D и перед E? Все правильно. Так. Не перед 2? Окей. Перед 2 это ты 2 зафиксируешь тогда. А у тебя он фиксирует D и E, а 2 будет растягивать, куда ты остался. Окей. Хорошо. Все, можно копировать. С апострофом мы это делали, да, вроде?
посмотри. Да. Да. Ой, как-то по-другому. Не тот апостроф. Сейчас. Вот этот. Да. Мгм. Так, здесь Так, теперь... то же самое. Здесь тоже у нас D и E, все правильно, да? Да и я, да. Ага. Сюда пойдет Это надо просто D и то G. есть D и Ж, да. Ну, то есть E меняем на G. На G, да. D2 на G2. Хорошо. Ревеню будем просто минусить, да? Это разницу надо, да, сделать из Я этого? думаю, да. Мгм. F минус H, да? Да. Нет. Ну, Что? просто у тебя значит, не VF посчитано, да, да, не да. поставил, да. Ну, так просто. E2. Пам, 6 баксов. Корпорация заработала. Так. Сейчас надо это Так. все перевести. Да. Значит, я переношу вот эту формулу. И вот как растягиваться будет, мне интересно, да, вот этот момент. Руками-то все хорошо, а вот как у него будет получаться. Окей. Получается, нужно его проинструктировать теперь по двум шаблонам. Так, то есть там надо почиститься? Ну, Или нет? Ну да, он же... нет, нам вообще надо пересоздать проект будет, потому что он эти формулы уже вставляет при создании проекта. не, он их при синхронизации вставляет. При синхронизации? Окей. Конечно. Да. Что получается? Тут вопрос, инструктируем сразу по двум шаблонам или по одному пойдем? Я думаю, что можно сразу по двум. Давай попробуем. Итак, мне надо линки шаблонов. Так, во-первых, мне надо... Стоп. Так, да, линк шаблон. Так, этот у нас General Expenses. Мгм. Новый чат, да? Да, я думаю, в этом же можно. Да? Окей. Итак, Давай, может, по пунктам. значит, Первое, да, это получается в отчет. Ссылка, да? Нужно добавить формулу подсчета стоимости. Стоимости работ специалиста. В ячейку с названием, и чтобы он на название опирался, а не на координаты, да? Ага, да, с названием. Total cost USD. Блин, еще вот USD надо конфигурировать потом где-то когда-то в будущем. Ну ладно. Все сложнее и сложнее будет система становиться. Формулу бери из... И в нашем конфиге, да, gross total cost. Так, это раз. Два. И закоммититься перед этим надо не забыть. Пока работаю.
Не сделал сообщение. Смертный грех. Не, все нормально. Он тебе говорит отредактировать его. Все хорошо. Это закрыть надо? Всё, готово. Так, в отчет в этот. Нужно внести, добавить формулы. Ну, тоже, да, подсчета. Блин, это просто... Ладно. Ну, я бы просто через запятую их перечислил. Формулы, двоеточие, подсчета общей стоимости работ, запятая, стоимости работ для специалиста, запятая, выручки. Так, общая стоимость подсчета стоимости работ специалиста и общей выручки, да? Ну и где их взять? Да. Ну и название перечислить, да? Можно скопировать их, они получится. Что, пробуем? Все, да. Update current period tab. Он helper создает для каждой формулы, да? Ну, пусть. Давай, может, пока посмотрим, да, что он там делает. Да, вот я, кстати, хотел узнать, когда он в процессе написания, и ты заходишь в файл, там кликать все нормально. не опасно? Там он не Не. начнет вставлять туда, куда ты курсор навел, да? Не, ничего страшного не происходит. Даже в реал-тайме Вот. можно видеть, как он добавляет все. Ага. Ну вот, 3 хелпера он создал. Все Так. пока здесь, да? Мне, честно говоря, не очень нравится, что он сюда... В бизнес-логику принес. Мгм. Ну ладно, давай заставим его заработать. Потом итерацию, Потом наверное, надо будет рефакторнем. Так. Так. Так, он здесь без этого, без перечисления, точно, да? Ну, хорошо. Да. Вот USD в скобочках, да. Вот сегодня это USD, завтра евро будут, да? Это как-то надо что-то с этим будет сделать. Тоже, наверное, через настройки. Ну да, потом подумаем. Ну да, то есть валюта должна Варьируется. настраиваться при создании проекта или... Наверное, да. Значит, здесь он добавляет эти формулы. Она, наверное, знаешь, даже должна настраиваться в инфошите. Ну, то есть В это инфошите, атрибут ну да, проекта да. явного. Ага. И на синк как раз все это должно происходить. То есть он должен подтягивать, какая валюта в проекте. Причем бывает так, что валюта для расчета с заказчиком одна, а со специалистами другая. Часто. То есть у каждого специалиста еще и своя валюта может быть, получается, да? Ну, такого еще не было, но гипотетически тоже может быть. Ну, то есть я, да, сейчас уже вижу, что эта штука может развиться вообще в монстра страшного. Это бывает. Так, значит, вот тут он добавляет формулы, взял формулы. если они есть в шите. Формулу их пихает и где-то должен... ну и потом просто это под апдейтом идет, да? Ну да. И мне не нравится, что он, смотри, у него if
в 780 строке. Что? LF? Да, он определяет суть документа по наличию полей в нем. Ага. Не очень прям хорошо. Чувствую, придется рефакторить. Ну, пока принимаем. Сейчас, если заработает, то... Да. Но он закончил там, да? Да. Так, смотрим, да? Угу. Accept. И следующий шаг тогда это будет несколько специалистов, я думаю, да? Где тут accept? Где тут accept? А ты открой еще раз чатик. Просто в самом чате можно. Ну там accept. Угу. Причем без accept он тоже работает. Ага. То есть уже внесены изменения. Итак. Опять чистим? Мы синкуемся, поэтому чистимся, да. Ctrl-Del. Угу. Так, тут Сделал, да? верим. Да. Давай внесем сразу пару часов. Угу. Тут не надо уже. Не надо, все окей. Проверили, подгружается, все хорошо, красиво. Красота. Можно на всякий случай проверить, что там формула стоит, а не руками он посчитал, но давай. Да, сейчас. Ну, не, он же вытаскивал формулу, не там мог, не да. было никаких этих арифметик. Нет. Ладно. Так, Ну, почти. что? А там ничего нет в ячейках, посмотри. На всякий случай. Пусто, да? Пусто. Потому что мы ему тогда сказали, как там точно называется, а тут не стали называть эти колонки, куда вставлять. Он что-то придумал там себе. Ну, видимо, да. Угу. Хорошо. Ну, давай проинструктируем. Значит, в отчет ссылка. Не попали в формулы колонки такие-то, да? Так, а в ревенью? Ну, 0 стоит. И формула, да, в ревеню попал. Он просто замапил выручку на ревеню, а вот эти не замапил. Да. Угу. Так, а доступ у него есть? Там этот Потому открыт? что, да, вот он где-то. Что, прости? А расшарен документ на чтение, он не может прочесть? Да, расшарен. Нет. Угу. Как он тогда вообще? Ну, ладно. Ну, так. давай шер сделаем, он догадался просто. И скажем, чтобы как он вставил в ревеню? Ну, наугад. Удачное название. Я думаю, что надо сказать, чтобы он изучил еще его документ.
Да? Так. Ну, давай. Пошел, да? Да, вот он индексы ищет. Что он исправил-то? Тут, по идее, должны быть исправления, а не добавления. Мгм. То есть у него... нет, почему? А почему? Ну так, стоп. Ладно, давай Ну, он посмотрим. индексы ищет, видишь? Он сначала по именам ищет индексы колонок, чтобы ими адресоваться уже индексами. То есть сначала он еще добавил helper себе тут. Окей. 2, да, вот он посередине. Да. Так, ну это он достает... Ладно, он достает из... Ладно, это понятный рефакторинг, ничего страшного. Это он, я думаю, Да, это мы сделаем. Я думаю, что там просто надо оставить один метод getFormula. Да, и уже чтобы прилетало параметром, да, что... Итак, здесь он добавляет формулу. Куда Да, он да. добавляет? Стоп. Ну, похоже на правду. Да. Если индексы нашел, то их используют. Мгм. Окей. Ну, вот просто вот строки с 649 по 652 непонятно, что делают. Ага. А это то, что его сгаллюцинировало, да? Это... Это надо будет вычищать. Мгм. Может, здесь тудушку поставить, чтобы самим не забыть. Это надо почистить. Мгм. Сгнал. Легко. Так, сохранился, очистимся и пробуем еще раз. Так, запускаемся. Да, следующий больной момент, мне кажется, будет это вот несколько специалистов и как растягиваться формулы будут, потому что обычно же ручками это делаем. Что, запускаем, да? — 200. Так, сразу 1, 2, да? Allow access надо сделать. Да. Вот это вот, к сожалению, да, вот эта штука Мгм. немного рушит всю Автоматизированность. уменьшает градус автоматизированности. Так, здесь жалко, что нули. Это напрягает. Блин, не справился, не смог.
Ну, наверное, опять говорите, что это. Не доехали формулы. Ну, давай, может, попробуем так, что вот посмотри в отчет. И ревеню перестало приезжать. Ну, кстати, да. То есть он... Окей, так. Ну, в этом же и Я смысл думаю, да. воркшопа, даже чтобы ему объяснить это правильно. Проверь отчет, да. Ссылка. Формулы в колонках 1, 2, 3 все еще не заполнены. Напрягает эта очистка, да, постоянно? Ну да, helper скрипт бы как... Можно пробовать нового специалиста добавлять просто и не чистить. Давай попробуем. Хорошо, сейчас. Ну, может, сейчас, пока он думает, пойти это сделать. Это, получается, нужно в Project Information, в Team добавить еще одну строку и смотреть на этого специалиста уже. Там Джон 2 его назвать. Джон, ну. А можно Джона скопировать самого. У нас они все Джоны. Ну, ладно. Что это у тебя цифры? Так, ну... 2, да, лучше, наверное, чтобы... Да, да. Угу. Теперь ждем. Этого не трогаем. Так, и что он сделал? Significant improvement он сделал. Как по-менеджерски. Запускаем? Да. Ну и чистить тогда можно будет сразу весь проект удалять и заново создавать, когда слишком много джонов будет. О, смотри, нашел 2, но создал только одного. Молодец. Ага. Вот Джон и Джон 2 у него. Отлично. Мгм. Таймшиты разные. Классно. Да. 2, 3. Мгм. Так. Команда. Отлично. Вот Джон 2. Отлично. Отлично. Ня. Но это, я думаю, ошибка уже вторая. Хорошо, давай посмотрим в этот другой документ, другой отчет. Формулы не появились. Significant. Надо ему еще раз, может, объяснить. Ну, давай попробуем, да, детально. В новом чате? Да, сейчас. Ну, как будто бы вот это объяснение... Нет, заново, да, напишем? Окей. Ну, смотри, тут вопрос, стоит ли откатывать то, что он наделал. Может откатить. Угу. Ну, через систему контроля версий. Создать новый чат. Мы же все полезное закоммитили, да? Да. Создать новый чат, объяснить все по-человечески снова.
И все, да. Так, он именно файл смотрит. И мы увидели, что формула не растягивается. Вот это на следующее препятствие будет. Я вижу тут два сложных момента. Это вот растягивание формул и потом закрытие периода с таких задач с вызовом. Ладно. Так, значит, подсчет, ссылка. Он называется распределение выплат. Не знаю, надо ему говорить. Нужно добавить формулы. Для специалиста, да? Или для каждого специалиста. И, может быть, в скобочках ему написать, изучи его структуру, ну, после ссылки, чтобы он пошел и почитал его. Нужно добавить формулы для каждого специалиста. И тут перечисляем формулы, да? В колонке формулы для каждого специалиста, в колонке, а потом название колонок. Да, давай так. Так. Нужно добавить формулы для каждого специалиста из документа, да? Что хорошо с LLM-ками, что они длинные громоздкие формулировки воспринимают гораздо лучше, чем люди, да? Да. Из, которую, где, вот это все можно сшивать в длинные предложения. Так, из документа. Из полей. И может тоже давай в скобочках изучи его структуру. Ага. У тебя там B получилось. Да, Б. Думалка у него включена в настройках? Да. Погнали. Все, погнали. Так, добавляем Джона 3. Прямо здесь копируем. Все. Что-то он... А ты в режиме агента же его включил, да? Да. Он как будто тебе советы просто дает. Apply to .env. Не-не-не, что он мне тут хочет, чтобы я... Давай прочитаем. I can see. Мы ему не сказали, что это в код надо внести определенного метода. Я думаю, что лучше обновить тот запрос, чтобы он вот это вот первый запрос. Первый. Угу. Изменения нужно внести. Ну да, нормально. В код функции, как она у нас там называется, sync, что-то там. Или это special, нет, project service. Большой страшный. Okay. Sync Project Specialist, да? Вроде да. Попробуем? Все, попробуем. Подумал. Одну секунду.
Ага, пошел опять изучать. В смысле? А, мы же отменили, да. Да. Мгм. Пиши хелперы. Мгм. Остается сидеть ждать, да? Медленно работает. Ну, быстрее, чем, наверное. Не, ну тем руками набирать, конечно. Но вот это то, что он каждый раз, конечно, заново погружается в задачу, как будто вот прям только с улицы пришел. К этому тяжело привыкнуть. Каждый раз, каждый запрос с полного нуля. Посмотрим, да, в изменениях? Сейчас. Так, что он переделал? Сделал, потом переделал. Окей. А посмотрим в изменениях, да? Да-да, давай. Так. Изменения. Ух. Так, он начал row считать. Хорошо. Вот он индексы нашел. Кажется, что называются как-то похоже, да? Да, называется правильно. То что он делает? Это что-то какая-то жесть. Нет, ну здесь он... Column letter ищет, да? Мгм. Это где? Слушай, мне кажется, он... хотя... Не, может и правильно. Не, но он... Не. Подожди, Он не это формулу же поставил. он сам с формулы. Да, он не просто формулу поставил. Блин. Ой, жесть. Тут, наверное, лучше ему уже сказать, что он сделал не так. Давай, да, скажем что-нибудь типа, ты пытаешься создать формулы сам, но их не нужно создавать, их нужно просто взять из конфигурационного файла и подставить как есть. Хотя, возможно, мы потом это будем переделывать. Помнишь, там же цифру надо будет потом переделать. Ну, то есть... Растягивать, когда ты решил. Да. Возможно, нам все равно придется парсить эту формулу. Даже не знаю как. Ну, наверное, не. Мы его потом проинструктируем, что... Тогда зачем нам конфиг? Он каждый раз будет... Он просто же сейчас конфиг тогда использует такой, вы, наверное, такую хотите формулу, чтобы я вам захардкодил. Он же, ты потом формулу поменяешь, а у него в кодовой базе оставится, что же уже... Ну, то, что... Может, так даже и правильно, да? Ну, то есть, смотри, я думал, как? Мы формулу загоняем, а потом говорим, что те поля, которые не фиксированные, ну, строка, допустим, у нас не фиксированная, да, их как бы надо имитировать растягивание. А может быть... Ну, он сейчас не смотрит нашу формулу, да, по коду? Нет, он посмотрел просто и создал ее сам. Я не знаю, просто я хочу как заказчик здесь, видишь, проблема в этом. Ну, давай пока хотеть то, что как хотели, чтобы он брал из конфига пока. Давай, да. Потом будем думать, что с этим делать, да? Так, да. Но их не нужно создавать, а использовать, да? Да. Использовать те, что заданы в конфиге. Угу. Ссылку, да?
Мгм. Ну, он должен уже знать название, да? Это Галя или там свои собаки? Ой, тут полно живности. Там коты кричат, а собаки на них лают. Ага. А интернет у тебя мобильный или... Да, мобильный. Мгм. Ну, такой, почти Ну, работает. нормально вроде. Ну, в смысле это... Ну, вот сейчас да, но на раз вообще не приходится. В прошлый раз вообще все проседало. Что он делает? Можешь показать в этом, да? Да. Так. Считает. Row достает формулу. А, нет. Ищет. Колонки. Формулу взял, формулу подставил, формулу подставил. Формулу взял по названию. залогировал. Да, все правильно. Вроде все правильно, да. И тут убрал. То, что было. Хорошо. Попробуем. Джон 3, 4. Так. Мы не запускали Джона 3. Все нормально. Да, он у нас готов. Получается, просто можем стыкануться. Что, уже? Нет, думают. Ну, скорость синка – это уже просто интеграция с Гуглом. То есть, как бы- Да, тут быстрее не получится. Мгм. Вот тяжело, да, когда надо думать? Всегда надо думать. Сделал, да? Сделал. Джон 3. Где? Джон 3. Джон 3 приехал. Угу. Allow. Ну, окей. Так, это не та проблема, которую мы сейчас решаем. Почему Да. он с этим так справился? Прямо залетел. Слушай, вот прям не знаю, да. Чем отличается? Тут как будто бы ручками можно сходить уже, просто посмотреть, как он то сделал. Ну, видимо, надо анализировать уже, да. Так. Вообще бесит, да? Ну, это воркшоп. Ну хотя больше. Слушай, а он в консоли не пишет значение формул, которые он выдернул? Вот он. Вот Правильно он. же? Да. Правильно. Да. Значит, Set revenue formula for John 3. F2 минус H2. Угу. Ну, вот тут неправильно, но неважно, где формула-то. То есть у него не вставляется формула, и он об этом не Доставать сообщает. он достает. Угу. Да. Давай посмотрим, куда он их вставляет, как он считает. Так. Значит, вот он индексы получил. Угу. И вот здесь он. Is not none, да? То есть вот. То есть Да, здесь вот. у него она есть. Угу. То есть у него есть формула, но вот он update data PAM. А где он
говоришь, что потом апдейт дату записать. Это где-то он в конце? Типа одним этим Он делает? по-любому ее записывает, потому что данные же кладутся, да? Он target row и values идет update data, видишь? 799. Все правильно. Да-да-да. Нам бы увидеть тогда, что в update дате лежит, да? Мгм. Или ифы почему-то не срабатывают. Хотя не, ифы срабатывают, потому что мы в логе видим. Он, видим, да, мы это видим в логе. Значит, ифы срабатывают. В update data это кладется, значит, да? Индексы как считаются? Индексы неправильно, что ли, считаются? Давай еще раз посмотрим на этот таймшит. У них тот документ пишется, может. А в другом отчете, случайно, он не накидал этого? Хм. Как будто вот для этого срабатывает, да? От того нет. Хотя нет, но метод-то дергается, блин. Или он, получается, может при работе... Кстати, он тут растягивает. Он вот здесь неправильно берет часы, а тут он растянул формулу. То есть тут проблемы растягивания нет. То есть он здесь тоже не формулу подставляет, да? А сам Нет, считает. формулу. Это формула. Ну, я имею в виду, что он формулу, мы наверное, сбор- создает на лету, получается. А, Вот, кстати, с импорт рейнджем у нас будет точно такая же задача. Я думаю, что нам отдельно надо будет какую-то функцию сделать для модификации формулы на лету, чтобы вот он именно столбцы менял. инкрементировал, да. То есть лучше, чтобы тут у нас универсальный подход был. А для начала, значит, что он должен брать as is. И получается, что здесь он тоже некорректно работает. И, вероятно, он эти значения вычисляет при работе не над тем отчетом. У меня такая гипотеза. Ну, давай Подожди, попробуем. да, получается же, что он здесь update current period. Так, это так, стоп. Правильно? Он там? Вообще уже слишком страшно стало, да? Немножечко, да. Но получается, что он идет, когда он обновляет, он заходит вот в эту функцию для обоих документов. Просто там другой строчитом передается, да? А давай найдем ее использование. Так, а это как? Правой кнопкой Find References, по-моему. Тыкай. Это линк специалист. Ну да, вот он два раза ее вызывает. Два раза вызывает, передает ID и специалиста. А внутри уже, получается, определяет, с чем он работает. Это плохо. Так, а еще какие там референсы он нашел? Ну два. Вот раз, два, а третий? Это dev. Ну, все правильно, да. Ну, что? Похоже, придется рефакторить. Почему он с тем счетом не работает? Я думаю, что ошибка в том, что он пытается эти формулы достать не для того репорта. Ну, то есть он забывает, я думаю, в новом чате о том, что у нас два типа отчетов. Так, ладно, такой план тогда какой сейчас? Код большой. Я думаю, что надо сделать перерыв. Окей. Ну час да, 5 прошло. минут, да? Да, и получается, надо будет начать с чего? Вот с ревью вот этой функции. И нам, получается, надо сейчас решить, хотим ли мы, чтобы это был один метод для обоих таймшитов, или все-таки разные методы? Мне кажется, разные. Разные, пусть, да. Потому что он не понимает, что он делает. Угу. У него два режима в одной функции.
Да, да, и он уже, заходя в эту функцию, все заново собирает или не собирает. Видимо, ее Ну, нужно то есть вот порефакторить. зачем он, да, собирает вот эти колонки, и, ну, когда заходит в другой шит, которых там и не будет. Ну да. Да, я думаю, нам надо будет сейчас пройтись. Может быть, для начала мы сделаем промпт, чтобы разделить вот этот метод на два, да, в новом чате, Мгм. и тщательно проанализировать логику и вынести то, что касается General репорта в один метод, а то, что касается Payment Distribution в другой метод, да? Мгм. По Это крайней пока мере, у нас появится. откатываем тогда пока эти изменения. Я думаю, да. Вот. И потом на них уже внимательно посмотрим, да? Такой план. Мгм. Да. Все, Через 5 минут. 5 минут. Мгм. Добро. Не забывай, что у тебя экран шарится.
Так, я переподключился вроде бы. Окей. Так, Так. я откатил эти изменения. Теперь нам нужно сказать ему, что Да. разделим. Тут должна быть продолжительная инструкция, мне кажется. У нас есть функция, которая сейчас обновляет Любой. обновляет два отчета, да? Наверное, так. Ну да, давай. Пример первого и пример второго, да? Я бы привел. М. Они оба расшарены, да? Угу. Я хочу разделить ее на две индивидуальные для каждого из них. Наверное, ну ладно, я хочу, наверное, плохая формулировка. Наверное, раздели, да? Ее на две индивидуальные функции для каждого из отчетов. Ну, да, нормально. Вот тут, наверное, давай, может быть, перераздели. Внимательно проанализируй. Как это? Так. Структуру отчетов, да, и логику функции. Из конфига, типа, да? Или... Нет, здесь конфиг он функции, пока не знает. не формул, да, функции. Да. Затем раздели ее на две индивидуальные функции из отчетов. Нормально вроде, да? А потом мы их будем смотреть. Ну, вроде думает. Ага. Смотрит на разность. Так, ничего нового. Мне кажется, да, сейчас проект пробил какое-то количество токенов, да? Да, контекста, да, что ему уже... Прям очень тяжело идет. Поначалу вообще хорошо было. Ну, это и смысл, да, нам понять, насколько серьезную задачу можно вывести с АИшкой. И вот мне кажется, что сейчас сложность будет нарастать, и он все больше и больше будет сыпаться. Ну, ему просто надо будет сужать его контекст, как бы конкретно говорить, куда смотреть. Ну, вот видишь, у нас файлик уже огромный. Функции большие, и он с этим уже не справляется. Это, получается, нужно поддерживать высокий уровень модульности, да? А это означает, что ходить его за ручку водить, и в конце концов может все свестись к тому, что проще самому действительно будет писать. Ну, не совсем самому, а уже как с Copilot, да, то есть ему даешь Ну да. описание.
реализуй такую функцию, реализуй такую функцию. Но вот такого чистого веб-кодинга уже, вероятно, не получится. Ну и мы лениться начали, да, объективно. То есть там он что-то делает, а мы просто смотрим. Ой, а вот это Да, что? что он делает? Но он удалил в одну. Но мне кажется, логику как-то существенно стал менять, да? Сейчас посмотрим. Так. Так, и где мы? Ну давай, да, по одному. Так, вот, Link Specialist Timesheets. Вот он Два. для одного сделал, для другого сделал. Окей. Хорошо, хорошо. Значит, вот одна из них, это который General Expenses Да, обновляет. для заказчика. Ага, простой Что который. у него там? У него Spreadsheet ID и специалист. Окей. Ага, все правильно. Правильный период. Это читает он, да? Угу. Вот, пошел индексы забирать. Правильное название вроде, да? Пошел house workit. Да, все правильно. Угу. Правильно назвал. Угу. Сейчас, ролл, подожди. Это в этом же. Вот здесь, нет, подожди, где это находится? Distribution, нет. General Expense. Да, вот они. Да. Hours worked. Сейчас, сори, чуть отвлекся. Давай еще раз посмотрим. Вот смотри, он ищет колонки, значит. Колонки. Отлично. Да. Хорошо. А почему он не ищет формулу? Или это потом колонку с формулой потом ищет, да? Потом, да. Сейчас он должен найти, куда втыкать. Это правильно. Дальше. Повырезал. Для каждого... По имени пытается найти специалиста нашего, видишь, в форе. В 554 строке, да? А в 560, если нашел. Ну, типа он нашел последний последнюю строку. А вот это вот зачем? Total row, если у нас есть total row. Но туда Нет, ну, такая логика. есть, но туда лезть не надо. Окей. Ох, жесть какая. Ну, допустим, тут логика правильная, давай. 593, да? Shoot ID. Это какой-то формат, видимо, гугловский пошел, да? Для обновления. И он уже пытается что-то туда вставить, да? Хотя еще ничего не сделано. Update data. Вот. И вот началось 618, он пошел заполнять строку для отдельного специалиста, да? Name ставил, role ставил. Если нашел индекс hours, взял формулу, молодец. И просто ее туда зафигачил. Все правильно. Hourly rate. Если есть, запихал. Только тут уже без логирования.
То есть предыдущий он сделал с логированием, а здесь без. Ага. Target row повысил. Ну, пошел дальше. Да. И вот тут он ее апдейтит. Target row уже приписал, да? Угу. Ну, пока вроде все правильно. Формулу-то он взял, получается, и ничего с ней не сделал. В плане, он ее Хорошо. Да. не придумал. Ага. Не изменил. Use first data room. Почему именно 2? Потому что шапка же есть. Подожди, он же один был. Так, this is not the first specialist. То есть он уже понимает, что надо вставлять не в шапку, не в первого, а минимум со второго. А у нас там, видимо, шаблон такой, потому что, да. Если это первый специалист, то нужно вставлять в имеющуюся, да, строку, а для последующих добавлять строки. Да. Вот он добавляет copy row formatting. Ну да, вставляет. Ну, в целом похоже. Форматирование. И Date payment distribution. Distribution. Давай бегло. Собрал. Нет, ну вот это все то же самое. Угу. Там будут изменения вообще? Да, сейчас. Вот они. Угу. Давай название проверим. Client hourly rate и specialist hourly rate. Так. Client hourly rate. Specialist hourly rate. И revenue. Revenue он что-то не взял, да? Думаю, ему сейчас об этом скажем. Ладно, если он 2 другие вставит, то будет уже хорошо. Так, а это что за helper он себе написал? Get list of sheet names in spreadsheet. Окей. А еще одна? Create specialist tab. Ну пусть. Ну, в смысле, это он же было вроде бы. Зачем он их? Он их тоже разделил, да, решил? Вот как раз... Да. А вот Create Specialist Tab можно было один использовать, потому что они одинаковые, да? Угу. Ладно, черт с ним. Давай проверим, да? Итак. Вот везде надо за ручку водить, да? Подсунуть ему попробовать правила и попросить порефакторить проект. У тебя же правила не подсунуты, да, сейчас? Подсунуты. Подсунуты, да? А можешь открыть пока он думает? Так, правила хочешь посмотреть сейчас, да? Ага, вот это. Курсор в самом верху где-то должен быть. Rules. Да, все есть. Угу. Да, если кованы просто своего, репозитория, как ты и делал. Так, мы хотим посмотреть, что ему удалось сделать. Угу. Да, растягивалку, я думаю, мы сделаем довольно легко. Это надо будет вот эта get формула
добавить модификацию, да? Чтобы туда добавлялась еще строка. И Мгм. Так, а смотри, значит, он берет не того специалиста, видишь, они все Джоны. Не 2, Мгм. 3, 4. Кстати, да. Поэтому и часов 3. Он просто не берет, он Да. берет первого только. То есть, не, смотри, он Джон 4 ты прочитал, потому что он вкладку-то правильно сделал, да? Да, А имя записал а неправильно. имя все с первого берет. Окей, ну Ага. ладно. Ладно, формулы появились? Нет. Нет. А, ну нет. А почему? Так, ну мы для этого и разделили, чтобы Да. траблшутить проще было. Да. Формул нет. Строки появляются, формулы не появляются. Почему? Но с чем будем разбираться? С Джоном? С именем? Нет, давай Без формулу формулы. напишем. С формулой. Окей. Ну, давай смотреть. Э, Можно... дебаггер у тебя не запускается, да? Почему? На F5. Ну просто же Можно было бы breakpoint прошагать. Для этого надо делать Ага. JSON. Давай попробуем. Это вот F5 как Бакет? раз. Это надо тебе остановить свой сервер Да. командной строки и по шагам походить иногда полезно. И как раз зайти в Update Distribution Tab. Вот Здесь ничего в конфигурации не надо изменять, он сам должен, да? Там должно быть все нормально, да. Итак, где мне breakpoint поставить сейчас? Вот здесь прям 741. Не. Подожди, Update Payment Distribution, да. Distribution. Ну, в начале этой функции где-нибудь. Да, мне надо принять все эти тогда. Да. Чтобы не бояться. Ты на комментарий поставил breakpoint? Ну, ладно. Пошло? Да, пошло. Отлично. Надо дергать за... То есть нет, надо создать еще одного Джона. Джонни 5. Я помню такой фильм был. Про Да? робота. Про робота там, да, еще 90-х. Прям вообще. Так. Ну и все, дергаем point. Здесь все. Что-то быстро. Быстро. Стоп. Что это такое? Undockumented. Так, ладно. Я не понял. Я тоже ничего не понял. Ну, оно не запустилось, значит. Сервер не запустился. Посмотри. Он же вот. Смотри, я могу грохнуть. Ну, грохнуть лучше через установку, да. Ладно. Вероятно, надо обновить, да? Скопировать ID проекта и обновить страничку со свогером. Потому что курс у него другой, все, я понял. Так. Не крутит. Или долго думает? Долго думал просто. Sync, но только ID проект. ID проект, да. Нет, еще сейчас. Надо было копировать. Да, нормально, он там в инфо. Не здесь. Надо зайти в информационный шит проекта. Он у тебя где-то открыт. Да. Все.
Лежит инфо. Ага. Мгм. Запустил, да? Да, да, запустил. Вот он что-то ходит. Ничего. Оба. Вот, Есть. перешел. Так, теперь по F10 пошли шагать и смотреть, что у него там происходит. Ну, может, прикрыть немножко консоль. Сейчас, да. Вот это прикрытие, это наоборот. На F10, по-моему, шаг Стоп-овер. Вот. F10, ага. Да. Пошли дальше. То есть sheet name current period. Ага. F10, F10, ага. Special. Ну, так, сейчас у меня просто на function. Сейчас. Понял. Все, пошли. Так, шагаем. Ага, шит нашел. Range взял для обновления, понятно. И теперь этот range он вытаскивает из Google Sheet. Все понятно. Дальше. Что у нас в values прилетело? Давай посмотрим. Values посмотреть. Да. Ну, раскрой ее. Ага. Не, надо call stack закрыть, и тогда будет хорошо. И watch закрыть. Это наши Джоны. Да, и вот он сейчас как бы Вот хочет. Угу. Все хорошо. А формула уже есть, что ли, там у него стоит? Ладно. Почему там 0? Дальше шагаем. Угу. Хедеры забрал. И они правильные, да? Правильные. Дальше он ищет правильные хедеры, индексы правильных хедеров. Давай проверим, что они легли. Ну, еще одну прошагай. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 3. Окей. Ну, похоже, да? Ноль, один, три. Да. 0, 1, 3, да? Ага. Ага. Угу. Так, давай посмотрим, попадает он сюда или нет. Specialist, ну нет, ну да, он Хорошо. все правильно. Угу. Так, это просто... И пошел искать. Дальше пошел их перебирать. Угу. Можно брейкпоинт просто за циклом поставить на 759 и нажать F5. Через F5. Угу. Play просто. Так, давай посмотрим, что он тут сейчас насобирал в переменных. Так, значит, индексы все нормально. Last data row, это куда писать, видимо. Да, last data row, вот у него был, 4, 0, 1, 2, 3, 4, все правильно, да? Это куда он хочет записаться. Да, то есть он +1 к нему будет делать, да. То есть последний заполненный. Так, пошли дальше. If мы пропрыгнули. Попал в else. Data row у нас is not none. Все правильно, добавляем +1 к нему, и вот туда уже будем писать, вставлять. Да, у нас есть insert row, который он должен сделать, да? Тут все правильно. Так, дальше... Шагай. Смотрим, да, на total row. Need to insert row. True. Так, понял, что надо считай вставлять. for operations. Так, окей. Это непонятно, но шагай. Не надо нам sheet ID, sheet name, sheet ID, какой-то ID вот он достал.
Так, вставляем. Это запрос на вставку. Мгм. Мгм. Да, откуда и сколько. Мгм. В этот момент у нас row должен добавиться. Ну, после вот этого. Не-не-не. После, да, batch апдейта. Да-да-да. Мгм. Вот он. Можем посмотреть. Ага, есть. Появился. Мгм. Так, апдейт, Понятно. да. И вот он готовит, что вставлять. Значит, вставил name. А, кстати, посмотри specialist name, кто там сейчас. Джон 5. Джон 5, кстати. Обращаю ваше внимание, да? Да-да-да. Он как будто не те данные вставляет, да? Так, hours worked. У него 3. Ну, все правильно, Куда да. он взял? Он ее раньше Не считал. 3. У него же не 3. Почему? Все А, правильно. это индекс, Это извини, индекс, да. не значение, да-да-да. Все правильно. Так, он теперь достал формулу. Давай посмотрим. Дыщ. Есть формула? Есть формула наша. Хорошо. И засунул ее по индексу. Все правильно. Тут все хорошо. И вот тут вот, по идее, нам нужно, чтобы он все остальное засунул, и все будет хорошо. Client rate. То есть, ну да, что-то он вставляет, вот. А тут, значит, Рейты он тоже это правильно вставляет, да. Мгм. рейты. Шагай, шагай. Мгм. А, вот the work Ну, cost. он пока не отображает, потому что он только готовит, он потом Да-да-да-да. апдейтом. Так, все, тут шагаем. Шагаем. Опа. А, из not none, Правильно. все правильно. Так, Правильно. тоже not none. Так, давай посмотрим в update data. Update дату, да. Сейчас, что у нас там? Update дату. Джон 5. Вот $8, да? Это четвертый. все правильно? Все правильно, да? 6 это Ну, внутренний, наша внешний. цена, да. И, Да, это он правильно, все правильно делает. Почему Джон-то 5 здесь? ну, А не там? сейчас. Странно. Ладно. И он сейчас апдейтит range. Он формулу не внес. Мгм. Надо какой-нибудь коммент тут? Не, давай дальше пошагаем, посмотрим. Окей, на 820, если что. Может, мы поймем, где он ими теряет. Так, ну ладно, тут он просто все вставляет. Апдейт дату мы только что посмотрели, все понятно. Ну, то есть Мгм. понятно. Ну, вот сейчас мы увидим после батча, что будет. Так. Стоп. Давай посмотрим в Google Sheet. Еще не произошло. Произошло. Джон 5, кстати. Ха-ха. И все правильно вставил. Только на брейкпоинт, да? Нажали, он стал сразу... Не, я думаю, что сейчас он дальше где-то Джона 5 поменяет на Джона. Поменяет? Да. И вот просто к этому моменту нужно, чтобы он в update data вставил все формулы правильно. А он, видишь, куда-то это в конец решил запихать. Смотри, даже комментарий какой-то странный. Так, если это не первый специалист, а это не первый специалист, и мы вставили проку, тогда... Знаешь что? Загляни, пожалуйста, в шаблон наш вот этого General Expenses. У меня есть мысль. Так, где мой? Все правильно, просто General Expense. Нет, это, извини, другой. Payment Distribution. Все. Возможно, там формулы есть. Нет, тут нет формул, да? Угу. Я думал, это его смущает, то, что тут формулы. В общем, у него, мы, кажется, нашли, где логика порушена. Давай на всякий случай пошагаем, посмотрим, где он имя меняет, чтобы мы поняли, что это действительно в этом методе происходит. И все, что ли? Source, row, target, row. Все. Нет, он только форматирование копирует.
Хорошо, что он, конечно, форматирование копирует. Только Хотя у нас уже отформатировано там и так все, да? почему, когда он становится Джоном снова, вот мне что непонятно. Все, дальше не будет изменений, да? Давай посмотрим в Google Sheet. Опа. Вот, опа, вот он не форматирование копирует, он просто данные со второго на, Мгм. Мгм. на последний. Ну вот, мы нашли, кажется, баг. И получается, формулы он должен засунуть ну, в общем, когда он другие данные заполняет, нужно заполнить эти формулы. Вот. А вот этот copy row formatting, это же его тоже собственный метод. Он, видимо, там что-то не то делает. И давай, может быть, попросим его исключить пока что вообще. Вот этот участок, да? Да, сейчас. Смотри, получается, просим его исключить. Ну да, можно весь выделить. И выше тоже. Вот этот вот, вот этот все. Да, который там до апдейта. Значит, первое, вот этот участок исключи. И дать ему какую-то опорную информацию, потому что курсор дурацкий не дает идентифицировать, про какой участок ты говоришь. А я же копировал, вставил его. Вот он. Да, но он не поймет, в том-то и дело. Вот я бы взял бы из комментария первые слова, if this not the first specialist, Да. вот это вот. Просто. Руками, да? Ладно. Английский. Второе, получается, нам надо Добавить формулу, типа в апдейт дату. формулы нужно заполнить до вот этого вот update range, получается, да? Все формулы нужно заполнить. Так, что нам еще не понравилось? Ну, все вроде, да? Не надо ему говорить, что апдейт дата. Ну ладно, посмотрим. Что, все, отправляем. Так. Ну да. Ну, мы теперь понимаем, что происходит. Должны были просто хлопать в ладоши и радоваться, как он сам все сделал. Но мне кажется, это как раз это полезный эксперимент, что мы нащупываем. Ну, знать границы возможностей этого Да, инструмента. да. Он так-то классный все равно. Нет, это классно, да. Да. Но меня лично успокаивает этот результат, что люди все-таки нужны. Что вот то, что мы сейчас видим, это прямо очень далеко до самостоятельного решения задачи. Это прямо очень далеко. Ну, К тому же это не суперсложное. да. Это не надо много факторов держать в голове, какие бывают в таких настоящих проектах. Вот представь, вот это вот, когда фичами обрастет, да, и там, когда действительно валюты конфигурируются, там еще прочие параметры, он же вообще сыпаться будет. Для нас это хорошая новость, как для разработчиков. Так, убрал, да, как просили?
Мгм. Так, и теперь давай посмотрим, где он добавил. Так, both functions already have Мгм. had all formulas filled before the update Мгм. range call. Ну, So посмотри значит, вверху, где он их добавил. он же потом... нет, стоп, окей. Он где-то Сейчас. выше должен был их добавить. Если он нас не обманывает. Так, он нас обманывает. Ну, не добавил ничего. Не добавил. Да не, он просто убрал, и потом сказал, а остальное у меня уже и так все нормально. Понимаешь, он его... Может, Вот. он не понял, про какие формулы идет речь. Ага. Да. Давай тогда ему еще раз скажем. Ты не добавил следующие формулы. Ты не добавил формулу в следующей колонке, извини. Двоеточие, перечисление, из конфига, Он же и так берет их, да? То есть ему не надо объяснять. Или Не, он не берет. не берет же, да, точно так, который это должен был взять из конфига. В строках. В строках. Так, и все, да? Мгм. Для функции, наверное, именно уже payment distribution, да? Потому что он сейчас про обе пытается подумать. Можешь ему сказать, что для функции? Да, давай. И в самом начале перед функции. Что же для нас это значит, если он так тупит? Мне кажется, надо делать какой-то рефакторинг на следующей встрече. Прям сесть и вместе с правилами попытаться его обратить его внимание, что у нас бизнес-логика должна быть здесь, а вот тут работа с Google шитами, тесты опять, модульность, посмотреть на то, чтобы функции не были слишком длинными, чтобы функционал не дублировался, и, видимо, вот это вот все прогнать. И все-таки спускаться на уровень пониже. Так. Собрал вроде, да? Я вижу, индексы берет. Да. Вот. Индексы взял? Индексы взял. Так, нет, подожди, это было. Да. Вот. Да, в смысле, потом он взял из них формулы, все, мы это уже видели раньше. И где-то Просто он перекопировал первую строчку, в которой не было, да, видимо, и заменял на пустую. То есть это логика-то была, но он ее сам в этом месте... В общем, должно работать теперь. Accept file. Это тормози. Там красненькая кнопочка. Справа на панельке, видишь, панель дебагинга. Да. Не, я знаю, просто layout курсора непривычно, как у меня VS Code. И без дебага можно Ctrl F5 запускать. Да. Так, нам нужно добавить Johnny 6. 5 не сработал.
Так, заодно разобрались, А почему... он сейчас, наверное, выругается опять, потому что я по курсу, наверное, нет? Не-не, тогда у него просто что-то сервер не дозапустился или еще что-то такое было. По идее, тут все должно быть правильно. 6-1. Так, Мгм. мы должны открыть. Таймшит. Мгм. Таймшит. 6. 6-7, да? Шестой. Это теперь там формула потерялась. Ну ладно. Ладно, сейчас. Ладно, найдем. До этого он просто копировал первую, Да, понимаешь? да, Он же не да, вставлял, да. просто один раз. И всё. Ну, хорошо, это уже хорошо. Да, причем это же было написано мной просто, когда, ну, Мгм, мгм. то есть Ну, сейчас начал работать, да, но формулу потерял. Окей. Так, тут не помогло, да? Блин. но мы решили другой баг, получается, Да, это точно. над которым не работали. Слушай, нам бы вот сегодня заставить его все-таки заработать. Я Давай, пока нормально. Я пока нормально сижу еще. То есть имеется в давай виду. прошагаем снова, посмотрим, что с Давай. формулами. Мы должны увидеть, что в update data появляются формулы. Если они там появляются, но сюда не записывается одна история. Если они там не появляются, то другая история. Это опять под дебагом. Мгм. F5. Ну, может, просто F5 у тебя же стоят предпоинты, где надо. Тут долго запускается. Так, и нам нужно будет закоммитить. Скинешь учетку, да? На которую... Да. Так. Запустился сервер. Да, попробуй execute просто, да. Да, на всякий случай. Ты можешь Ctrl-A, Ctrl-C сделать. Вот, ага. Все-таки ремоудить все. Пришел. Мы пришли. А что мы сюда пришли? Подожди. Мы правильно пришли? Ладно. Create стаб. Нет, что-то не то, да? Да, видимо, ткнулась на endpoint. Ну, Это понял. убирай F5 просто. А у него тут вообще нет брейкпоинта. А что, у меня отвалились брейкпоинты, что ли? Они, возможно, сместились после права. Да. Да. Ну, окей, сейчас еще раз. Получается, Перезапускать не надо, наверное, просто найти point update ставить. payment distribution. Нет, там payment distribution мы же... Да. Ну, посмотри, возможно, второй раз надо ткнуть. Да, точно. И надо Джона еще создать. Джойна создать. Март забыл. Что забыл? Ну, дату. А. Ну,
Ну все, я в 10. Да, я просто думал Ошибка. сюда поставить, чтобы не проскочить, если что. Ну, можно так, да. Я F5 сразу. Мгм. И у нас должно быть... Не должно быть пока еще в апдейт дате. Да, да, ну пойдем по F10 потихоньку. Ага. Так, он эти индексы нашел, да? Нашел, да. Ну это Да. рейты. Это рейты. Это рейты. Да, тут все Да. работало. Мгм. Следующее интереснее. Есть? Есть. Индекс есть. Есть? 7 и там и последний. Есть. 8. Есть, отлично. Мгм. F10. Мгм. Опа, и exception. А что в Е лежит? Или оно тут еще не проявилось? Давай F10. Мгм. Что в Е? Attribute error. Он просто... Подожди. Он использует формулы, которых нет. Да? Так, а ее нет или... Ну, я думаю, что надо сейчас ему дать свалиться и скормить лог терминала, и пусть разбирается со своей окей. логикой. Всё. Теперь в терминал глянуть, там ошибка должна высыпаться. Я только не вижу ее. Ты видишь? Вот failed. Вот, да-да-да. Есть. Да. Это можно выделить и ему скормить. Так, понял, у нас как он называется. Ладно, давай выделим. Там должна такая всплывашка появляться, когда ты выделяешь. Тогда... Попробуй. Вот выдели снова мышкой. И там дурацкая всплывашка появляется. Да, вот. Печат? Да, вот она. Ctrl-L, если что. Круто. Да? И исправь. Куда он полез? Что-то он не совсем понял. Он решил формулу сам сделать, да, опять? Или что? Да. Чего? Он какую-то херню, по-моему, делает, да? Боже мой, ну вот как с ним работать, да? Ты... Как это сказал? Там же было как так. Не нужно... Ну, пусть доделает, да? Хардкодит формулу, да. У него не получилось, он их захардкодил. Правильно? Ага. Не нужно хардкодить формулы. Так он пойдет тоже. Так. Да. Исправь, почему формулы из конфига не достаются. Потому что на этом ломается. Вроде там формула-то была. Не.
Он ее не достал. Set working hours formula for John 8. Working hours Не-не-не-не. formula. Это формула другая. Ага. А он там сломался именно когда пытался достать формулу. Да. Почему формулы не достаются из конфига? Ссылку на конфиг надо, или он уже знает? Давай пока так. Окей. Может, погоди. Ладно. Чё ж. Попросить его откатить изменения вот эти вот. Да. Не нужно хардкодить формулы, запятая, откати. Должен поставить в отчет, после этого откати изменения, да? После слова отчет. Окей. Ну, он прям халявщик. У меня не получилось достать формулу, поэтому я их захардкожу. А вот представь, да, что когда вот вайп-кодинг такой происходит, да, и человек не разработчик. Да. Вообще пофиг. Он скажет, заработало вроде, да. Да, все работает. Я слышал в подкасте, он говорит, там какой, не помню, пару недель назад, в общем, он говорит, что, типа, у него тесты падают, и он говорит, вот за что бы я уволил сразу Джуна, если бы он такое решение сделал. Он сделал окружение переменной, что если, как бы, запускаются тесты, там, что, типа, что это не делай, как бы, не вызывай эту функцию. Или да? Нормально. Тогда проходят тесты. Кстати, да. Блин, реально, он же добивается выполнения задачи, да? Так, что он сделал? Так. Наверное, остановить, да, сервер. Пора заканчивать. Уже тоже ждут. Ага, хорошо, сейчас, значит, вот мы здесь. Так. Формула. Он теперь стал по-человечески брать формулы. То есть подожди, а get формула у него вообще есть такой? Было. Название формулы у нас revenue называется? Было. Он просто для них еще делал nat-helper. Да. Вот сейчас хорошо выглядит. Давай запустим. В каком режиме? В этом? В отладке? Ctrl F5. Окей. Он опять дебаг. Okay. Не, это не дебаг. Ctrl F5. Смотри, когда F5 запускаешь, он реагирует на точке останова. А на Ctrl F5 не реагирует. Окей. Так, Джонни 9. А, 8 оставил. Что? Ты Джона 8 оставил там. Не переименовал. Пошло. Блин, такая простейшая же, да, вот Да. задача. Сам не то написал, типа не ту функцию вызвал, упал. Потом пошел формулы просто на другие писать. Может, его стоит еще, знаешь, это я подумал, как-то проинструктировать в базовых промптах, чтобы он